Смертоносная промышленная катастрофа в истории США. Катастрофа 1947 года в Техас-Сити была промышленной аварией, которая произошла 16 апреля 1947 года в порту, штат Техас, США, в заливе Галвестон. Это была самая смертоносная промышленная авария в истории США и один из крупнейших в истории неядерных взрывов. Утром на борту французского судна Grand Camp, пришвартованного в порту, начался пожар, в результате которого взорвался груз из около 2300 тонн аммиачной селитры, который запустил цепную реакцию пожаров и взрывов на других кораблях и поблизости нефтехранилищ, в результате чего погибло по меньшей мере 581 человек, кроме одного сотрудника пожарной службы Техас-Сити. Катастрофа повлекла за собой первый коллективный иск против правительства Соединенных Штатов от имени 8485 истцов в соответствии с федеральным законом о деликатных исках 1946 года. Grand Camp был недавно восстановленным кораблем Liberty длиной 133 метра. Первоначально названный Бенджамин Кертис в Лос-Анджелесе в 1942 году, корабль служил на Тихоокеанском театре военных действий и был законсервирован в Филадельфии после Второй мировой войны. В жесте холодной войны корабль был направлен Соединенными Штатами на французскую линию, чтобы помочь в восстановлении Франции, наряду с другими усилиями в Европе. Вместе с аммиачной селитрой очень распространенный груз в открытом море. Он перевозил на палубе боеприпасы для стрелкового оружия, машины и тюки сизалевого шпагата. Другой корабль в гавани, High-Flyer, был пришвартован примерно в 200 метров от Grand Camp. Аммиачная селитра на двух кораблях и удобрения на соседнем складе предназначались для экспорта фермерам в Европу. Grand Camp прибыл из Хьюстона, где администрация порта не разрешила погрузку аммиачной селитры. На Grand Camp был смешанный груз, содержащий в основном нитрат аммония, но также шпагат, арахис, табак, некоторые боеприпасы для стрелкового оружия, инженерное оборудование и хлопок. Аммиачная селитра, необходимая либо как удобрение, либо как взрывчатое вещество, производилась в Небраске и Айове и доставлялась в Техас по железной дороге перед погрузкой на судно Grand Camp. Он был изготовлен по запатентованной технологии, смешанной с глиной, вазелином, канифолью и парафиновым воском, во избежание слеживания влаги. Его упаковывали в бумажные мешки, затем транспортировали и хранили при более высоких температурах, что повышало его химическую активность. Грузчики сообщили, что перед погрузкой мешки были теплыми на ощупь. 16 апреля 1947 года, около 8 часов утра, в грузовом отсеке Grand Camp, когда он еще стоял на якоре, был замечен дым. Грузчики использовали огнетушители, но они не подействовали, и грузовой отсек наполнился дымом. Грузчикам было приказано уйти. В этот момент капитан Grand Camp приказал не использовать воду, чтобы не испортить груз. Вместо этого он приказал закрыть все люки и заполнить трюм паром, чтобы потушить огонь. Маловероятно, что это будет эффективно, так как нитрат аммония является окислителем, таким образом нейтрализуя огнетушащие свойства пара. Пар мог способствовать возгоранию, превратив нитрат аммония в закись азота, увеличивая и без того сильную жару в трюме корабля. Около 8 часов 30 минут давление пара стало настолько большим, что сорвало люки. Вырвался столб желто-оранжевого дыма, типичный цвет паров диоксида азота. Огонь и его необычный вид дыма привлекли зрителей вдоль береговой линии, которые полагали, что находятся на безопасном расстоянии. Прибывшие на место пожарные подразделения включали пожарную службу Техас-Сити и пожарную команду республиканской нефтеперерабатывающей компании. В 9 часов 12 минут нитрат аммония достиг порога взрыва из-за сочетания тепла и давления. Судно взорвалось, что привело к полному разрушению в пределах 2000 футов и сильному ущербу по всему порту. Взрыв сравнял с землей около 1000 зданий. Взрыв в Grand Camp разрушил завод Monsanto Chemical Company, в результате чего погибли 145 из 450 рабочих. Отлетевшие осколки привели к возгоранию нефтеперерабатывающих заводов и емкостей с химикатами на набережной.
Падающие тюки горящего шпагата с корабельного груза добавили урона, и якорь судна был брошен через весь город. 2 пролетавших поблизости экскурсионных самолета были сбиты с неба, в то время как в 16 километров от них погибли пассажиры, половина окон в Галвестоне была разбита. В результате взрыва почти 6350 тонн корабельной стали поднялись в воздух, некоторые со сверхзвуковой скоростью. Официальные оценки потерь составили 567 человек, включая всех членов экипажа, оставшихся на борту судна Гранд-Кампа. Все, кроме одного члена добровольной пожарной охраны Техас-Сити, состоящие из 28 человек, были жертвами в результате первого взрыва в доках во время тушения пожара на борту корабля. Из-за пожаров, бушующих по всему Техас-Сити, службы экстренного реагирования из других районов изначально не смогли добраться до места катастрофы. Судно Хай-Флая оторвало от причала, и он проплыл через гавань, остановившись у судна Уилсона Кина. Его команда оставалась на борту в течение часа, прежде чем дым горящей нефти в гавани заставил их уйти. Днем 2 мужчин поднялись на борт Хай-Флая, поиск раненых. Они заметили, что его груз горит, и сообщили об этом кому-то в порту. Это сообщение, похоже, оставалось без внимания в течение нескольких часов, пока не стало понятно, что указало на серьезную проблему. Только около 23 часов ровно буксиры попытались оттащить его от доков. Несмотря на то, что его якорь был перерезан, они не смогли его сдвинуть. В час ночи следующего дня, 17 апреля, были добровольцы, пытавшиеся вывести его в море. В 13 часов 10 минут Хай-Флай взорвался с еще большей силой, чем Гранд-Камп. По словам свидетелей, потери были небольшими, поскольку доки уже были эвакуированы, но второй взрыв обеспечил полный материальный ущерб. Стальной каркас корабля был раскален до тлеющего состояния, и эти куски сыпались на город, вызывая массовые пожары. Первый взрыв привел к возгоранию аммиачной селитры на соседнем грузовом судне Хай-Флая. Экипажи часами пытались отрезать Хай-Флая от якоря и других препятствий, чтобы переместить его, но безуспешно. После того, как дым валил из трюма более 5 часов, и примерно через 15 часов после взрывов на борту Гранд-Кампа, Хай-Флай взорвался, уничтожив находившееся поблизости судно Уилсон Кин, убив по меньшей мере еще 2 человек и увеличив ущерб порт и другие корабли с большим количеством шрапнели и горящего материала. Один из пропеллеров Хай-Флая был унесен ветром и впоследствии найден почти в миле от суши. Сейчас он является частью мемориального парка и расположен недалеко от якоря Гранд-Камп. Пропеллер треснул в нескольких местах, а на одной лопасти отсутствует большая часть. Катастрофа в Техас-Сити считается самой страшной промышленной аварией в истории Америки. Свидетели сравнили эту сцену с довольно свежими кадрами авианалета 1943 года на Барри и гораздо большими разрушениями после того, как атомная бомба была сброшена на Нагасаки. Из погибших 405 человек были идентифицированы, а 63 так и не были идентифицированы. Последние останки были помещены на мемориальное кладбище в северной части Техас-Сити, недалеко от озера Мозес. Еще 113 человек были классифицированы как пропавшие без вести, так как никаких опознаваемых частей найдено не было. В эту цифру входят пожарные, которые находились на борту Гранд-Камп, когда она взорвалась. Есть некоторые предположения, что были еще сотни убитых, но не учтенных, в том числе приезжие моряки, рабочие без документов и их семьи, а также неисчислимое количество путешественников. Но были и выжившие среди людей на расстоянии 70 футов 21 метр от причала. Тела жертв быстро заполнили местный морг. Более 5000 человек получили ранения, 1784 человека госпитализированы в районные больницы. Более 500 домов были разрушены, сотни повреждены, в результате чего 2000 человек остались без крова. Морской порт был разрушен, многие предприятия разрушены или сожжены. Было повреждено более 1100 автомобилей и уничтожено 362 грузовых вагона. Материальный ущерб был оценен в $100 миллионов, что эквивалентно $916 миллионам в 2019 году.
Это число может не охватывать весь объем ущерба. Сожжено еще 500 миллионов долларов нефтепродуктов, что эквивалентно 4 миллиарда 580 миллионов долларов США в 2019 году. Самое ужасное, что более 800 человек остались сиротами или овдовели. Якорь Гранд-Кампа весом 2 тонны при взрыве был брошен в длину 2,61 километра и обнаружен в 3-метровом кратере. Его установили в мемориальном парке. Другой основной якорь весом 5 тонн при взрыве был брошен на 800 метров к входу в дамбу Техас-Сити. Он опирается на мемориал в форме Техаса у входа. Горящие обломки подожгли все в радиусе нескольких миль, в том числе десятки резервуаров для хранения нефти и химических емкостей. Близлежащий город Галвестон, штат Техас, был покрыт маслянистым туманом, который оставлял отложения на всех открытых поверхностях. Некоторые из смертей и повреждений в Техас-Сити произошли из-за разрушения и последующего поджога нескольких химических заводов, в том числе Monsanto и Union Carbide, нефтехранилищ и других объектов вблизи взрывов. 27 из 28 членов добровольной пожарной охраны Техас-Сити и 3 из 4 членов добровольной пожарной охраны Техас-Сити Хайтс, находившихся в доках возле горящего корабля, были жертвами катастрофы. Один пожарный, Фред Дауди, который не ответил на первоначальный вызов, координировал других пожарных, прибывающих из населенных пунктов на расстоянии до 100 километров. Элвин Фасил, единственный выживший из пожарных добровольцев Хайтс, ехал на работу в Элвине, когда услышал по радио о пожаре. В конце концов прибыли 200 пожарных из Лос-Анджелеса. Пожары, возникшие в результате катастрофических событий, все еще горели через неделю после катастрофы, а процесс восстановления тел занял почти месяц. Все 4 пожарные машины Техас-Сити были перекручены и сожжены дотла. Причина первоначального пожара на борту Гранд-Кампа так и не была установлена. Возможно, он был вызван сигаретой, брошенной накануне, а это означает, что груз корабля тлел всю ночь, когда утром в день взрыва был обнаружен пожар. Историк Хью Стивенс называет причиной человеческую ошибку и приводит множество причин, по которым небольшой пожар стал таким серьезным происшествием. Катастрофа привлекла внимание национальных средств массовой информации, и со всей страны поступали предложения о помощи. Для обработки пожертвований было создано несколько фондов, в частности фонд помощи городу Техас, созданный мэром города Кертисом Треханом. Одно из крупнейших мероприятий по сбору средств для города и жертв стихийного бедствия было организовано Сэмом Массиа, одним из 2 братьев, управлявших организованной преступностью в Галвестоне в то время. Массиа организовал крупномасштабное мероприятие на острове с участием таких артистов, как Фил Харрис, Фрэнк Синатра и Энн Шеридан. В конце концов, фонд помощи городу Техас собрал более $1 миллиона. Выплаты по страховым случаям от пожара достигли почти $4 миллионов. Через несколько дней после катастрофы крупные компании, которые потеряли объекты в результате взрывов, объявили о планах восстановления в Техас-Сити и в некоторых случаях о расширении своей деятельности. Некоторые компании внедрили политику удержания всех почасовых рабочих, которые ранее работали на разрушенных объектах, с планами использовать их при восстановлении. Смета затрат на промышленную реконструкцию оценивалась примерно в $100 миллионов. К 50-летию взрыва художник Дэвид Говидер получил заказ от мэра Чарльза Дойла для изготовления 12-футовой скульптуры из полудюймовой картеновой стали. Архитектор Джозеф Аллен Гувер и городской инженер Джеймс МакВортер спроектировали фонтан, построенный общественными работами Техас-Сити. Многие судебные дела о компенсации были объединены в дело Элизабет Делихайт против Соединенных Штатов в соответствии с недавно принятым федеральным законом о деликтных исках. 13 апреля 1950 года окружной суд признал Соединенные Штаты ответственными за целый ряд небрежных действий и бездействий со стороны 168 названных агентств и их представителей при производстве, упаковке и маркировке аммиачной селитры. Это усугублялось ошибками при транспортировке, хранении, погрузке, предотвращении и тушении пожаров, которые привели к взрывам.
10 июня 1952 года апелляционный суд 5-го округа США отменил это решение, установив, что Соединенные Штаты сохраняют за собой право осуществлять собственное усмотрение в жизненно важных национальных вопросах. Верховный суд подтвердил это решение в мнении 4 против 3, отметив, что окружной суд не имел юрисдикции в соответствии с федеральным законом для привлечения правительства США к ответственности за небрежное планирование, которые были должным образом делегированы различным ведомствам и агентствам. Короче говоря, явно освобождает от неисполнения или невыполнения дискреционных функций или обязанностей, и суд установил, что все предполагаемые действия в этом деле носили дискреционный характер. В своем несогласии трое судей утверждали, что Конгресс определил деликтную ответственность правительства как аналогичную ответственности частного лица, то есть при выполнении обязанностей, не связанных с управлением. В этом случае политика, принятая в порядке осуществления иммунитета, была небрежно проведена теми, кто отвечал за детали, и что частное лицо, безусловно, будет привлечено к ответственности за такие действия. Частное лицо должно соблюдать более высокие стандарты осторожности при совершении опасных по своей сути действий, таких как транспортировка и хранение взрывчатых веществ. Конгресс принял меры, чтобы предоставить некоторую компенсацию после того, как суды отказались это сделать. Решение Делахиты в конечном итоге было обжаловано в Конгрессе, где помощь была предоставлена посредством законодательства. Когда последний иск был обработан в 1957 году, было выплачено 1394 компенсации на общую сумму почти $17 миллионов.